Я приветствую вас, представители знака зодиака Водолей. Таро расклад. Что идет на ваш порог? Знаки судьбы. Таро прогноз и цыганский старинный пасьянс. Ближайшие события. Таро на неделю с 7 по 13 апреля. Давайте с вами узнаем, какие события спешат на ваш порог и с чем это будет связано. Кто или что спешит в вашу жизнь. И, возможно, это новость, информация или конкретный человек. И знаки судьбы. Что вам хотят передать высшие силы или на что вам нужно обратить внимание, что важно услышать и к чему все идет в конечном итоге, что будет продолжено. Давайте с вами узнаем, а вы перекладывайте свою историю на ту метафору карт, которую мы с вами откроем, поскольку жизнь наша не бывает полностью предсказуема, но все же и замечтаться мы тоже не можем. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы проведем с вами приятное время, мои дорогие водолеи, и все же какие-то подсказки вы получите. Вы умеете смотреть на мир глазами ребенка, вы умеете видеть иррациональное, вы умеете отойти от какого-то шаблона. В этом ваша сила. И, может быть, вот в наше меняющееся время, причем очень быстро иногда меняется все, и то, что мы даже не предполагали, но вот для вас какая-то новая стратегия, тактика или какая-то перезагрузка может быть во благо. Вы в центре внимания, наверное. Ваш знак зодиака, и это на долгий период. Итак, давайте узнаем, что же буквально идет на ваш порог или в чем будут знаки судьбы. Смотрю я, смотрите и вы. Маленькие карты с рандомными значениями, никогда не предполагаешь, что же тут совпадет. А вот правда, тут что-то по судьбе. И по судьбе ведь это банально даже какая-то ситуация, которая нам возвращается, кстати, с 7 по 13. И у нас ретро, еще пока Венера на этой неделе по 13, как раз по воскресеньям. Это все то, что концепция нашего благополучия, работа, деньги, личная жизнь, вопросы нашего пребывания, то есть конкретно жилища, дома. И может быть, на доработку нам пространство Вселенной, некоторые темы возвращают, значит, мы должны действительно навести порядок и все расставить по местам. Но я не исключаю, что и люди какие-то могут возвращаться. И значит, даже человек для чего-то, вам контакты с ним будут нужны или полезны. Поэтому это то, что буквально по судьбе. Но, наверное, первая карта голубь– это символ благополучия. Благополучие практически во всех делах. И благополучие по судьбе, которое вы должны отстроить, или, может быть, мы говорим о том, что, ну, вы знаете, как базис, от чего мы можем оттолкнуться. Какие-то фундаментальные, может быть, фундаментально важные вопросы вы для себя должны прояснить. Такое тоже могу допустить. Но еще и гости. Или вы к кому-то собираетесь в гости, или к вам едут гости, контакты с какими-то людьми. Может быть, это новые люди, которые на этой неделе входят в вашу жизнь. Смотрим дальше. Неожиданная новость. Вот этот колокол, который выпадает, это действительно то, что мы вообще никак не ожидаем. И чаще всего это начинается как информация. Информация, которая на наш порог приходит. Или пусть это будет связано, что какой-то человек вам приносит эту информацию. Но для чего-то, опять же, это нужно. Вам нужно с этим что-то делать. Или это то событие, которое даже извне происходит. Где-то неожиданно. Вот этот элемент неожиданности как раз может и присутствовать по этому значению. Но тогда вам дает Вселенная подсказку как-то себя реорганизовать или свою жизнь, может быть, нести какие-то планы ваши, ну, мелкие, планируемые действия или изменить какой-то подход, изменить какой-то метод. Одним словом, как-то провзаимодействовать вам с этой новостью придется или для чего-то она вам тоже нужна. Даже если, мои дорогие водолеи, она вас шокирует, может быть и так. Тут ведь мы не знаем. У кого-то это может быть известие по части денег. И здесь у каждого по-своему. Деньги, в принципе, есть, деньги будут. Нам говорят на этой неделе, ну, как бы с деньгами не должно быть проблем. И деньги, и, кстати, семейное счастье.
Но, может быть, это та траектория, откуда ведь к нам приходят деньги, мы тоже как-то анализируем, да, или что-то планируем. Это может быть как ваша перезагрузка в плане решиться на вторичный доход или изучение какого-то ремесла, или для себя, может быть, расставить, опять же, по заработкам приоритеты. Раньше вы ходили, допустим, на работу, имеете диплом, профессию или постоянное место работы, но к этому вы еще какой-то дополнительный заработок использовали. Вот здесь вы можете что-то видоизменить. То, что было вторичным, станет на первое место. И наоборот, да. Вот есть тут какие-то перемены именно через работу, через деньги. Но одновременно это могут быть и желания работы на дому, кстати, потому что выпадает подкова. И это еще и дела домашние. Или когда буквально дома и у вас и работа, и личная жизнь, ну все где-то в одном пространстве замыкается. Хотя все эти три значения могут быть каждая в своей плоскости, но выстроить какую-то общую канву, я так вижу, вам все равно придется. Опять же, в зависимости от ваших планов. А планы тоже могут меняться, потому что, смотрите, сердце выпадает. И сердце у вас, кстати, выпадает без ножа. Вот когда есть нож, это разбитое сердце или какое-то разочарование. Здесь нет. Здесь кто-то вас любит. Или, может быть, это новый человек, который пытается войти в вашу жизнь, или пытается вам, ну, где-то знаки внимания дополнительные направить, чтобы вы выделили его из общей массы. Я такое тоже могу предположить. Но это та карта, когда есть любовь или есть какие-то отношения, которые, скорее всего, будут продолжаться. Может быть, это вы планируете встречу с вашим любимым человеком, если вы находитесь на расстоянии, к примеру. Кстати, по деньгам и у вас еще выпадает или совпадает молния. Тут два каких-то новостных события или две информации. Может быть, это и одно информация, а второе получение документов, но предварительно как известие, что документ готов. Но, тем не менее, палитра такова, что как минимум два направления или каких-то два важных события через новость или информационный какой-то, может быть, даже поток. Вы с чем-то будете определяться на этой неделе, как и по работе, по деньгам, так и еще и по личной жизни. Я бы сказала, у вас связано это как-то воедино. Нет разрозненности. Может быть, это желание навести, ну, не просто порядок в жизни, а как гармонично все сопоставить, чтобы это сложилось в какой-то красивый узор. Больше хочется водолеям добра, порядка, обустроенности в вашей жизни. Может быть, какие-то конфузы, путаницы вам тоже надоели, вполне вероятно. Здесь, конечно, у каждого по-своему, но я вижу, для вас эта неделя может стать продуктивным временем. Пока с вами говорю, смотрю, что у вас еще совпадает по крайним картам, мы их можем сложить в этом пасьянсе, как по горизонтали, так и по вертикали. При всем при том, у вас выпадает еще мельница. Кстати, редко выпадает этот символ, это пустые разговоры, поэтому и где-то присутствует голубь. Есть благополучие, но к этому есть и пустые разговоры. Ну, где-то карта говорит, не трать времени понапрасну. Смотрю, что еще. И правда, не вижу больше совпадений. Поэтому мы с вами идем дальше. И давайте дополним наш расклад картами Таро, что идет на ваш порог. Мы достанем две основные карты по основным вопросам, которые мы задали в начале видео. И первое, что идет на ваш порог? С чем это связано? А вторая карта, кто или что спешит в вашу жизнь? Знаки судьбы по первому и по второму варианту. Как подсказки высших сил или что вам важно услышать, на что обратить внимание. Знаки высших сил, кто или что спешит в вашу жизнь. И если мы говорим, что уже будет продолжено, к чему все идет? Первый вариант. И к чему все идет? Второй вариант. Сфера ваших достижений, работы и денег. Посмотрим энергии. И любовь и личная жизнь. Итак, кто или что идет на ваш порог? Ну вот что на ваш порог? Это вы сами идете на свой порог где-то и тянете вот эту вязанку 10 жезлов. 10 жезлов – это уже усталость. Ваша, мои дорогие водолеи, усталость.
И карта нам говорит однозначно: делегируй, не включайся в какую-то многозадачность, может быть, даже из лучших побуждений. Но у тебя сейчас в эту неделю решается что-то важное, а вы, к примеру, обещали свое участие в каком-то вопросе. Вам самим будет нужно время для того, чтобы с чем-то либо определиться, разобраться, или мы говорим, как и колокол, увы, так и молния, это не есть что-то ожидаемое, это и есть какое-то внезапное событие, и у вас их два. Поэтому вы должны иметь время, силы переключиться на то, что будет для вас в приоритете, вот что идет на ваш порог. Некоторые неожиданности идут, но вы можете быть заняты какими-то делами, которые вы тянете, словно воз, вязанку вот эту из прошлого. Может быть, вам правильно нужно будет еще распределить собственные силы. Конечно, эта карта говорит о том, что сил физических у вас хватит, но все же она говорит о том, что уставшие люди делают ошибки. А для вас элементарно, мои дорогие водолеи, вам важно отдохнуть. И когда, согласитесь, мы отдохнувшие, мы более остро воспринимаем то, что происходит вокруг нас. Или где-то можем правильно анализировать, что говорят люди, какую-то информацию. А мы про информацию с вами сказали, не все тут ожидаемо. Может, знаете, в нашей жизни бывает так, что дает нам судьба какую-то возможность, а мы думаем, что это какая-то ерунда. Мы не придаем чему-то значению. А и дважды это происходит, когда мы уставшие. Вот нам, наверное, карта хочет сказать, десятка жезлов, что не включайся чересчур в какую-то занятость. Или, мои дорогие водолеи, такой нюанс. Часто в нашей жизни мы пытаемся помочь нашим близким или нашим детям, может быть, даже подросшим, взрослым детям. А нам говорят, тем не менее, ребенок, пусть и взрослый ребенок, он ведь тоже должен какой-то свой опыт приобрести. Это ему дает пространство, вселенная, какую-то возможность сделать выводы и, может быть, каких-то ошибок не повторять. Поэтому, ну, как совет какой-то дельный или наблюдение, да, это будет для вас важно, конечно, но сказать, что от начала до конца мы берем и сами что-то делаем, вместо того, что это может сделать кто-то другой, вот это, наверное, нет. Потому что вы сами себе можете помешать, когда согласитесь на эту многозадачность. Давайте посмотрим знаки судьбы, что же вам важно услышать и знать. Король Пентаклей. Король Пентаклей – это великий практик. То, что есть вот в реальной жизни, он подмечает. И, кстати, он не с самого начала стал таковым. Он построил свою жизнь, да, сам, но с многими превратностями он еще и сталкивался. И, может быть, где-то сделало это человека, ну, чересчур материальным или материалистом, таким закоренелым. Такое и есть, потому что с вдохновением у короля Пентаклей сложновато, это правда. Но, может быть, знаки высших сил или подсказки, знаки судьбы для вас таковы, что для вас все же в этих энергиях следует пребывать как минимум на этой неделе. Это могут быть вопросы статуса, это могут быть вопросы, которые касаются денег, опять же, вашего жилища, важных согласований, важных бумаг. Все то, что присутствует в реальной жизни. Не замечтаться и правильно распределить свои силы. Надеяться на самого себя. Вот такие знаки высших сил. Потому что, с одной стороны, вам придется где-то уделять внимание тому, что вы пока не видите на начало недели. Или, может быть, переключиться на какие-то вопросы. И это для вас будет очень как базово важно. И если мы что-то оставим на потом, а потом возможности может, кстати, не быть. Здесь по королю Пентакли мы все должны решать вовремя. В этом тоже знаки высших сил. Но и может быть построить такой базис, как вот у этого короля Пентаклей. Когда у него все подмечено, где-то просчитано, не без этого, может быть, и математически, но за что его ничто не уведет куда-то в сторону. Он не будет надеяться на авось, он не будет надеяться на чьи-то обещания. Он берет и постепенно сам делает. Неспешно, да. Он с места в карьер никуда не срывается. Но, видимо, и в этом тоже подсказка высших сил. Давайте, что же будет продолжено или к чему все идет. У кого-то банально, мои дорогие, король Пентаклей, иногда такое тоже бывает.
Это как прообраз нашего супруга или супруги. Не смотрим карту по полу, да. Неважно, кто меня сейчас смотрит, девочки, женщины или мужчины. Это наши близкие люди. Могут быть и родственники, безусловно. И праздник после победы. К чему все идет? Видимо, находясь в таких энергиях, вот я уже не повторяю все то, что я сказала, медленно, но уверенно вы приходите не просто к победе, а к празднику. Вот к чему идет. Действительно, праздник какой-то будет, радость будет. Вы сами себе за что-то скажете спасибо. За то, что вовремя, может быть, в течение этой недели переключились на ряд тех вопросов, которые основополагающие важны для вас. Или, может быть, даже, когда вы кому-то сказали «нет». Извини, нет, сейчас у меня другие задачи. У меня сейчас полная загрузка по моим каким-то очень важным позициям, жизненно важным. Тут ведь тоже уметь красиво сказать «нет». Это великое благо. Ну, кто знает, может быть, тут кто-то из вас будет учиться сказать впервые на этой неделе. И для вас, потому что вот этот праздник после победы, он словно стоит как счастье на кону. Вы не можете это отложить на потом. Или не можете двигаться сразу в 10 направлениях. Или быть для всех хорошими, мои дорогие водолеи. Вычленить из какой-то многозадачности только то, что перспективно. И только то, что важно вам. Это как задача на всю неделю с 7 по 13 апреля. Кто или что спешит на ваш порог? Тут праздник и победа спешат на ваш порог. А вот что спешит? По пажу мечей это мы с чем-то не согласны. Кстати, это и с вами кто-то может быть не согласен. С вами могут спорить. А по пажу печей мы учимся и меняем направление, кстати. Может быть, и вам придется видоизменять, как я уже говорила по картам пасьянса, свои планы, корректировать что-то, чтобы основная цель у вас была достигнута. Когда мы собирались ехать в одно место, а тут мы едем в другое место. Или когда мы меняем наш график работы, имеется в виду направление буквально по часам. Мы что-то себе планировали делать одно, а тут мы корректируем опять же наши планы, потому что реальность такова. Мы можем и что-то изучать, как новые вопросы по части заработка или направление вашей деятельности. Мы можем здесь, кстати, видоизменять некоторые контракты, документы, опять же, обращаясь, может быть, к юристам, адвокатам. Мы хотим достичь какого-то результата. А для кого-то из вас контакты с новым человеком, может быть, и достаточно молодым, все-таки это паж, контакты с вашим подросшим ребенком, который с вами может спорить, может вам что-то доказывать. Люди, одним словом, могут использовать все методы, чтобы вы на что-то согласились. Вот я это вижу именно так. Давайте откроем подсказку высших сил. А вам тут самим нужно еще что-то изучать и причем действовать как-то иначе. И действительно, вам, возможно, придется изучить закон или букву закона, что будет продолжаться. Или если вы что-то меняете, вам важно знать, как закон будет работать в отношении вас, если вы будете заниматься конкретным делом, или когда вы конкретно на что-то согласитесь. Два пажа, по сути, два каких-то изучения. Или буквально вот эти две информации вам нужно изучить, не воспринимать сразу как правду. Вот об этом ведь тоже нам говорят. И тогда, скорее всего, от чего-то вы будете и отказываться, я все-таки вижу, а что-то вы будете продолжать. Но подсказка высших сил именно говорит о том, так же, как и кто или что спешит на ваш порог. Иногда по пажу мечей это тоже какой-то информационный момент, который нам нужно доизучить. Но не доверять сразу, а несколько детализировать все то, что вы слышите, видите, или то, что вам предлагают. Или если вам обещают, мои дорогие водолеи, тут все равно нужно изучать, нужно вам этим заниматься или нет. Ни разу не о том, что вы можете чему-то или кому-то довериться. И опять нам про изучение. Вы знаете, если вы уже запланировали, тройка пентаклей, ведь это еще и карта будущего. Мы действительно что-то учим, разузнаем. И в последующем мы эти знания перекладываем на практику, и увеличивается наш доход. И кто-то будет изучать как новое ремесло, кто-то будет изучать язык, кто-то, может быть, язык программирования, кто-то осваивать новые цифровые технологии. Или все это в конечном итоге делает вас более ресурсным и дает вам возможности заработка.
кто-то будет менять направление по части переезда. Тут совершенно разные какие-то позиции могут быть. Но это есть начало. И, кстати, тройка пентаклей – это тоже своего рода жизненный экзамен, который вы проходите, может быть, на этой неделе. И это невозможно изменить. И было бы неправильным стартануть с места в карьер и так вот опрометчиво на что-то согласиться, если нас даже на что-то уговаривают и обещают золотые горы, но также и отказаться, понимаете? Даже перед тем, как отказаться, вам нужно понимать, от чего вы отказываетесь. Альтернативный вариант иногда тоже выглядит никак. Или так вот серовато, непонятно, кажется, неперспективно. А бывает ведь наоборот. То, что кажется, ну, эх, вот прямо сейчас меня, ну, как удача, я ее ловлю, эту птицу счастья за хвост, а потом это ничем не заканчивается. И наоборот, вот то, что выглядит блекло, ну, поначалу, может быть, неинтересно, но внутри мы чувствуем интуитивно, что нет, вот этим стоит заниматься. Или стоит углубиться и разузнать поподробнее, что это за тема. И вот как раз вот это второе бывает для нас каким-то очень перспективным направлением. Вот это приблизительно то, о чем говорит карта. Переложите вот эти тонкие нюансы на свою жизнь. Сфера ваших достижений. Ну, здесь достижения, конечно, могут быть и по личной жизни. Мы об этом говорили. У вас еще и сердце в пасьянсе выпало. Комплименты, хорошее настроение, внимание к вашей персоне. Но я могу еще и так сказать. Мы ведь смотрим достижения, деньги или какие-то ваши перспективы. И здесь вас тоже что-то будет радовать. Поэтому вы на этой неделе даже из минуса можете перекроить какой-то плюс, мои дорогие водолеи. И есть у вас возможности на этой неделе, но ваша задача их успеть увидеть, рассмотреть, а не поддаться какому-то шаблону. Или, может быть, на что-то согласиться, то, что тянется из прошлого, а найти в себе силы, рассмотреть новые варианты или увидеть какую-то реальность по-новому. Такое тоже могу предположить. А у кого-то это правда будет, пусть на достижение это выпало, да, но кто знает, может быть, ваша личная история, она как раз и требует какой-то доработки документальной. И вы готовите уже пакет документов, к примеру, для переезда. Или к вам какой-то человек приезжает. Все-таки рыцарь перемещения здесь имеет значение. Так вот, если вам для перемещения нужны какие-то документы, или вы что-то оформляете, вы уже готовитесь куда-то поехать, отправиться, и это будет как-то взаимосвязано с личной жизнью, то тогда я вижу тут какой-то прогресс. Вас действительно тут дважды что-то будет радовать. Давайте откроем на личную жизнь. Ну, что тут скажешь? У вас тут все вместе, я уже говорила об этом. И дела, и работа, и деньги, и заработки, и каким образом. У кого-то и график сюда же, да, где я работаю, или хожу в офис с какого-то по какое-то время, или я работаю на дому, или я работаю, может быть, из любой точки мира. Аркан Солнца, тут нет ничего невозможного. И вот эти все дела, которым вы или приходят буквально на ваш порог, или в виде информации, или в виде предложения, или вашей какой-то задумки, мои дорогие водолеи, вы будете продолжать еще как минимум до конца 2025 года. Карта выбора правильного направления. Хотя для восторга у вас будет повод на этой неделе. Что-то доброе, радостное пытается войти в вашу жизнь. И может быть это будет связано с новостью. Но я так вижу с конкретным человеком. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.